Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями, друзья. Я приехала на рыбалку на одну из прекрасных рек, которая впадает в реку Днепр, и называется эта река Друть. Интересная локация. Я думала, здесь будет немножко поменьше травы, но ее здесь очень много, есть крапива. Однако я почему сюда пошла? Потому что подумала, что если ловить на фидер, можно ловить откуда-нибудь вот отсюда. Я люблю всякие такие вот интересные, неизведанные местечки, поэтому приезжаю именно в такие места, потому что Потому что здесь нет ни одной сейчас, ни единой живой души, понимаете? Покажет здесь хоть какую-то рыбу или нет. Сейчас опустим ботман вниз. Он загрузится. Вот он включается точно так же, как и любой другой эхолот, после того, как опускаете его в воду. И аккуратненько я его швырк делаю, потому что мне надо его что? Расклипсовать, конечно. Вот, 2 метра. Нормально. 2 метра это таки очень даже неплохо. Чувство, когда в прошлом году хотел приехать на эту реку, недалеко от Тетеринского водохранилища и Илья-Чигиринского. И, короче, ребят, она настолько там мелкая, вы просто не представляете себе. 3,7, 3,8, вот пошла глубина. Здесь на реке выбора места очень много, людей пока нет. Сегодня пятница вечер, уже практически солнышко спряталось за горизонт. Мы остаемся здесь, закинем закидушки на сама. Тем более, что у меня сегодня с собой есть выползки и даже куриная печень. Поворот со входом в такой как маленький старичок. Глубина вот здесь 3-4 метра. Вот там вот начинается выход из него. Вот здесь везде глубоко. Вот здесь где-то посередине валяется, вот тут, видите, вон там такие, как то ли веруны, то ли что. Вот тут вот какое-то дерево валяется. Туда лучше не подбрасывать. Поэтому выставляемся везде. Вот здесь вот есть трава в воде, которая растет, но глубина под берегом 1,5 метра. Немножко прибралась на поляне, собрала бутылки, пакеты. И вот такие вот остатки от перловиц. Они очень острые, здесь какие-то прям большие, огромные. Я боюсь, чтобы мы и собака не порезались. Какой я буду рыбак, правда, если не заброшу закидушки на самяо. Мой небольшой комплектик. Здесь у меня грузики, крючки, все дела, мои удилища, подставки и, конечно же, катушки. Приблизительно как-то так выглядит самовий монтаж. Внизу у меня завязан груз. Сверху отвод петля для поводка. Поводки у меня навязаны с огромными вот такими крюками. Яма здесь прекрасная. Я в первый раз за всю свою историю опыта ловли сама буду пробовать для ловли куриную печень. Ребят, посмотрите. Но выглядит, по-моему, очень вкусно, аппетитно, мне кажется. Помыться после того, как мы проехали до сюда 200 километров, очень хочется в горячей машине. Горячая машина. У кого-то горячая палатка, а у меня горячая машина. Поездка на рыбалку с ночевкой 48 часов в горячей машине. Вот у меня простой червячок на простом небольшом крючочке. Сейчас пойдет туда, где я обнаружила эхолотом рыбку. Оп! Вот сюда. Только, видите, уже почти ничего не видно. Успели поставить палатку. Все, ребята, слава богу, 4 закидушки в опор раскидала здесь по береговой линии. 2 на выползка, 2 на куриные печени. Довольно быстро дрова взялись. Остается только поддерживать теперь костер,
чтобы он горел, было тепло. Ну и от комаров тоже пойдет. Кстати, на закидушке, и на печень, и на червячка все время что-то подергивает. Все время. Офигеть. Сразу 2 штуки украли. Офигеть. Фу, ну, блин, брынчало хорошо, да? Сейчас еще печеночку наденем. Думала всегда, что выползок и все. Тут получается печень только закидываешь, и на нее сразу же поклевки. Сразу же. Уже который раз объедает. Она такая мягенькая, хорошенькая. Очень похожа на перловицу, когда вот по консистенции, по всему. Сооружаем конструкцию, которую можно использовать будет для того, чтобы установить решетку. Скажете, в мангале удобнее. Ну, может быть. Я просто развела костер. Здесь сейчас не сосна горит, а какое-то дерево, на котором можно поджарить. Угли я не использую, уже несколько рыбалок подряд не покупаю. Такая вот конструкция получилась. Получается палочка, 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 тычка, тычка, и между ними решетка. Подавилась мошка. Пока готовятся дрова, у меня есть возможность сделать еще одну вкусняшку вместо гарнира, вместо картошки, вместо овощей. И это будут грибы-шампиньоны, каждому по 2 штука. И намазочка вот такая вот, творожный сыр с томатами и паприкой. Видела я этот рецепт, как обычно, в ТикТоке. В общем, берете, намазываете внутри вашу шампиньонку. После того, как намацали шампиньонку, вы берете и что делаете? Обворачиваете ее в бекончик. Самое интересное, что как бекон, так и грибы очень быстро готовятся. Поэтому для приготовления вот этого вот вкусняшки должно потребоваться не больше 5 минут. Оп, смотрите, курочка, ножички замариновала в соевом соусе, майонезе, соли и специях. Ой, должно быть вкусненько. Я думаю, ребят, уже можно перевернуть. Не сильно, видите, зажарилась, но ничего. Лучше мы ее несколько раз перевернем, и все будет чики-пуки, чем пережариться. О, какая красота! Мне кажется, получается очень прикольно и должно быть очень вкусно. Судя по тому, что я вижу, должно получиться просто огонечно. Это очень прикольно. Сок дают и грибы, сок дает и бекон. Плюс сыр стал мягеньким таким, вообще просто. Ящерка, ребят. Вы видите, поползла. Маленькая ящерка. Печень объела. Понял? Печень объела. Прикинь? Во, крючок был огромный. Печень объела. И у меня первая рыба на сегодня — это вот такой вот бычок. Клюнул на навозного червячка. Вот гад, а. Часть курицы уже готова, поэтому можно ее со спокойной душой и сердцем снимать и кушать. А часть просто доделаем.
Крылышки. А вы любите крылышки? Я обожаю крылышки, ножки. Покушаем. Еще немножко посидим. Может, кофейку попьем и, конечно, пойдем отдыхать, спать. Прогуляем собаку. Какая молодец. Очень вкусно замариновала. Когда тепленькое кушаешь, на улице уже прохладненько. Ох, водичка хорошая. Доброе утро, друзья. Первым делом, что я приняла решение сделать, когда проснулась, это собрать закидушки все абсолютно. Ни печени, да, ни выползка, ничего нет. Маленькие. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что ты такое? Вау-вау-вау делаешь, а? Потом пошла быстренько, окунулась, обмылась. Вообще водичка. Вода теплее, чем сейчас температура окружающей среды. Было хорошо, пока я не вышла из нее. Ну что, сейчас зубки, кофеёс и фидерок. Ну вот, я уже красив, свеж и весел, и готов к тому, чтобы просыпаться и, конечно, рыбачить. О, такая красота, а? Посмотрите, какая красота. Боже, обалдеть. Просто. Хорошо. Такие красивые рассветы бывают только на реках. Такие красивые рыбачки бывают только в Беларуси. Сколько месяцев мы уже сладкое не едим? 3, 4. И нормально. Но иногда морожку можем купить, скушать. Никакой ни сладкой воды, ни шоколада, ни вообще. Но при этом кушаем бананы, фрукты, финики. Если хотите чувствовать, начать себя лучше, во всех планах перестаньте есть сладкое. Вообще, сахар. Перестаньте есть сахар. Сахар – это зло. Проверяю, какое здесь дно. Вообще просто по жести. Здесь ракушечник, конечно. Ловить буду на 2 фидера. Монтажи у меня патерностеры. Вот навязала новый. С кормушечкой 80-кой. Отводик. На нем уже висит новый поводочек. Сантиметров, наверное, 40 его длина. Достаточно большой крючок. Я надеюсь, что меньшего размера крючки не понадобятся. Дно очень злое, поэтому поводок 0,14 диаметра. Никаких шок-лидеров, ничего ставить не буду, потому что здесь плывет по течению много мусора, много травы. Шок-лидер будет создавать лишние проблемы при вываживании. Попробую на простого опарыша. Рыбка выпляскиваться начала хоть какая-то. Поставлю, давайте, 2 белых, 1 красный. Лещ черный. Лещ орех абсолют. Беру. Поставим сейчас мотыля.
можно нарезать кукурузичный. Потихонечку будем давать. Самое интересное, я вроде поклевки не видела, но какая-то как будто мелочевочка подсела. Смотрим. Эй! Уху! Есть! И это у нас подлещик. А я сейчас нахожусь в Могилевской области, и здесь только что пролетал баклан. Если меня кто-то смотрит из экологов или кто к этому относится и знает, что за этим надо следить, Могилевская область, река Друдь, бакланы тоже есть. О, поклевка, поклевка. Чью-то леску или что-то, ну не знаю что. Готов? Видела поклевочку. Поклевочка не сильно была, но большая. Чуть-чуть, для того, чтобы, если что, подсачить. Трохи покреплю. Ну, ребят, наверное, вот эту вот ручку подсака все-таки поменять надо на 4. Немножко не хватает для вот такого высокого обрыва. Поэтому сейчас поменяем, потому что если будет хорошая рыба, я 100% спущу. Местный толстенький подлещик. Хорошенький. Вот такой вот подлещик. Или отпускаем? Отпускаем, ребят. Жалко, можно было бы солить их. И отпущу вот сюда. Я сейчас червячка закрыла кукурузкой. Поклевочка была такая. Я могу сказать, больше поклевочка похожа была на уклеечную, а не на подлещиковую. Еще одна рыба. Еще, думаю, один подлещик, скорее всего. Судя по тому, что ощущаю. Или не подлещик, да, подлещик. Проверяем длину 4 метра подсачек. Идеально. 4 метра это идеально. Крупный, как это. Тинкой там какой-то. Травку, значит, ест свою. Что, дружище, тебя, наверное, никто в жизни так не кормил, да? Как я здесь начинаю кормить. Вот такая красота. Пускаю. Опа. Фидер длинный, поэтому им удобно забрасывать даже с сидящего вот положения. Раз, и полетела. Жук. Во-во-во-во-во-во. Ну, я его вот так, хоп, на абордаж. Обалдеть. Спасибо. Убрал мне всю траву, дружище. Красавчик вот такой. То, что произошло, несколько поклевок, это говорит только об одном, что можно сидеть упираться, что можно сидеть ловить, что можно здесь оставаться, конечно, и пробовать поймать какую-то рыбу ночью. Вполне возможно, что ночью может подойти какая-то рыба покрупнее. Ну, я его вот так, хоп, на абордаж. Обалдеть. Спасибо. Убрал мне всю траву, дружище. Красавчик вот такой. Тут была сработочка, ребят. Есть. Есть. Крупный будет, так я буду, ребят, троху поднимать вот так вот. Хлоп. Ой, сошла, видите? Сошел. Блин, ну.
Кашка, ребят, готова. Сольем. Пшеночка отварилась очень быстро. Вот такого вот пакетика мне хватит надолго, потому что если я буду ложить туда больше в прикормку всей этой крупной фракции, рыба просто объестся, как вы думаете? Я думаю, да. Открываю вот этот пакетик, хоп, пшеночка готовая, можно ее порционно добавлять в кормушки, когда я захочу. Давай, там 2 червячка. Есть. Ё-моё, на червя окуня клюють. Это на червячка. Прикиньте, что будет, если животный компонент добавить, да, в прикормку. Я не представляю. Ставлю длиннее поводок, крючок 10 номера, потому что все-таки тот для реки крючочек совсем маленький. Рыбка пока идет по течению, она успевает спрыгнуть. Крючок 10 номера самый оптимальный вариант. Как видите, на червяка уже дважды попался окунь. На мотыля пока ничего не берет, но я попробую удлинить поводочек. Потихонечку в кормушке буду добавлять крупную фракцию: опарыш, мотыль, кукуруза и пшено. Ой, как обычно, травы нацепляла, ребят, вместе с рыбой. Вот это уже, видите, подлещичек вернулся обратно. Не крупный, но все равно вернулся же. Такого можно на живца поставить, на сама, разрезать его, сделать из него либо стейки, либо живым поставить. Посмотрим. Еще одна рыба, ребят, но трава пипец просто. Ладно, сейчас повытягиваю, потом ее не будет. Рыба идет, и трава идет. Вот так. Вот так вот. Все, ребят, хочу потом посмотреть, сколько удастся. Блин, только бы осы не напали никакие. То в таких местах могут и осы быть в этом. Вот здесь вот в обрывах сидеть в песке. На нас уже с рамсом в прошлом году на вилле целый рой напал. Увеличение длины поводка мне помогло. И утоньшила я его, поставила 0,12. Дергает уже и на одну, и на вторую. Но видно, не крупный подлещик, понимаю. На этот окунь подошел. Совсем маленький, микро. Ой, блин, ну. Рыба-то есть, но травы опять, ну. Жесть. Трава тяжелее рыбы. В этой траве во всей, походу. И сидит, блин, что-то клюет. Есть тоже какая-то. Плотвичка какая хорошая. Смотрю, все. Красноперочка, ёпаный насос. Иди сюда, мать. Иди сюда. Ты гляньте какая. Обалдеть. 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 Нифига себе. Красноперище. О, посмотрите, какая. Это просто нереальная. 100%, потому что трава здесь, видите, для нее офигенно то, что эта трава есть. И для нас. Нам хоть есть ее откуда половить. Красота, красота. О, и туда, в луночку. И подлещик еще успел взять вот такой. Так. О, красота. Ой, ну хоть такие. И то хорошо. Смотрите, какая красота. Супер. Опа. Пошел.
на простого навозного червячка. Она взяла, ничем даже не закрывая, просто его как есть, так и одела. Хорошая. В траву. Засела. Ну ничего, сейчас попробуем оттуда вывести. Вышла. Ухо. Это большой окунь, наверное. Хорошее что-то там такое прикольное. Ну не прям большое, но что-то прям против течения, когда... Ох. Ой, какой окунь здоровый, а. О, хороший. Какой. Нифига себе. Хорошо. Да, мой друг. Сейчас. О, красота. Такой бы на спиннинг поймать. Вообще было круто. Пузатенький, хорошенький. Видно, из-за того, что я добавила много опарыша с мотылем. О, ну это ж просто вообще какая красота, а? Вообще красавчик. Червячок у меня сюда. Вижу по течению, я его ставлю. Ага. Вот так вот на левое удилище произошла поклевка на пучок мотыля и клюнул хороший окунь. До этого у меня клюнула хорошая красноперка на правое удилище и клюнула она на простого навозного червя. Иду сливать перловку. Хоп, открыла. Можно через вот этот вот краник. Итак, Гаррисон соорудил зонт для того, чтобы на меня так сильно не светило солнце. Но кроме того, конечно, не светило на наживку. Я больше волнуюсь за нее. Солнце на самом деле уже не такое пекучее, как было летом. Как бы ни казалось, что температура прогревается до 30 градусов днем, все равно уже чувствуется, что становится прохладней. Ну и тем более я давно не загорала, поэтому я чуть-чуть позагорала, можно так сказать. Вот, мне только в радость. Корм у меня вот такой. Он черный, белые крапинки это пшено. Плюс здесь есть кукуруза, которую я порезала. Немножко опарыша. Ну и сейчас скоро добавлю сюда мотыля кормового. У меня его немного, но я его добавляю небольшими порциями, для того, чтобы рыбу тоже не перекармливать. Потому что и также и каша, и кукуруза, все есть. Вот. И распределяю по корму. Красавчик прилетел. Вот такой, смотрите. Вот такой красавец. Оп. Снова ставлю на оба удилища мотыля. Кстати, единственное, чем у меня отличаются две снасти, это тем, что я поставила на них разные крючки. Еще один вот такой вот. Я даже не, на самом деле, пока тут ходила, не заметила, как он клюнул. Он тихонечко сидит и все. Вот так. Начала добавлять опять мотыля в корм. И он начал опять клевать. И еще одна поклевочка на мотыля. И на правую тоже клевала, но я пока ставила тут зонт, меняла положение его. Солнце быстрее начало вокруг обходить. Так не успела там подсечь на соседней. Ну, это вот, пожалуйста, успела засечь поклевочку, подлещик. Вот такая риба. Ну, две снасти опять вне воды. Но
пока ничего не... Хотя я сейчас просто хотела побросать спиннинг, понимаете? Поэтому я отвлеклась на спиннинг и уже не смотрела, не следила за фидерами. Может, что-нибудь и клевало. Посмотрим. Если, может, клевало, может, что-нибудь само засеклось. Яишенка. Сосисочка. Угу. Бекончик. Бекончик. Вкусно. Суп. И вот такая мордатая плотва тоже здесь есть, ребят, которая клюнула. Ну вот что хотите ей давайте, но мотыль ей нравится больше всего, видите? Мотыль, мотыль. И еще раз мотыль. Хороший батончик. Опа, пошла красотка. Хоп. Есть. А здесь какая-то рыбка. О! И эта рыбка называется подлещиком. И знаете, что меня радует? Что это мини-подлещик, а не уклейка и там, я не знаю, мелкая красноперка или плотвичка. Это мини-подлещик. Это значит, что этот мини-подлещик ночью, ближе к вечеру и даже сейчас днем может смениться на кого? На супер леща. Когда вот такой вот дикий солнцепек, что надо делать? Надо идти, конечно же, купаться, купаньки. Поэтому мы идем. Лахмат! Рамс! Ты идешь? Купаться идешь? Погнали! Налево, налево, песина. Давай с тобой сюда. Заходи, заходи. Чего ты боишься? А? Ой-ой-ой, да тут такие эти перловицы. Ты смотри, сколько здесь перловиц. Смотри. Рамс. Смотри, сколько перловиц сразу, а? Глянь. Ребят, перловиц хватает? Во. Можно будет сейчас насобирать и потом поставить на сама. Да. Давай. Давай, поплыли. На солнце долго не постоишь. Сейчас оно такое пекучее. Пошло пару раз, скинула спиннинг, не получила ни одной поклевочки. Вернулась обратно подождать, может быть, вечера или завтрашнего дня, с утра посмотрим, как будут дела продвигаться с фидером. Если будет совсем скучно на фидер, будет клевать относительно только от... Поклевочка, поклевочка, поклевочка. Есть. Тут можно солнце открутить. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Это тоже бычок или подлещик? И это у нас подлещик. Потом мы удивляемся, почему у нас обрываются поводки. Да, потому что вот почему. Перерыва. Сейчас вот хоть какая-то рыба на мотыля. Сейчас посмотрим, кто. Я надеюсь, беленькая. Да, наконец-то подлещик. Ага. А вот мы теперь и понимаем, почему у меня рыбы на точке нет. Смотрите, вот он подлещик. Да. И вот его кто-то хватал. Видали? Чешуя отбита.
С одной, со второй стороны, дружище. Теперь я поняла, что вы пропали куда-то из-за того, что кто-то на точку подошел. Где-то, ребят, приблизительно в 3 часа клев сошел на нет. Рыба вообще отошла с точек и подошли бычки, прикиньте. С большим трудом удалось насобирать даже вот столько вот перловиц. Это 5-литровый казанчик, причем не руками, а при помощи подсака почти все были найдены, представляете? Так, очередной рыб. Сейчас посмотрим. Ого. Ого. Ух ты, это плотва. Это плотвичка вот такая хорошенькая. Класс. Тоже на пучок мотыля. Вот уже подлещичка, не плотвичка. Блин, почему на поплавок ничего не хочет брать? Интересно. Сегодня у меня в планах шашлычок. Шашлычок, который вообще я хочу приготовить на решетке. Потому что вот оно, когда не клюет, надо доставать, ребят, проверять. У меня до этого 2 снасти были во что-то засажены. Достала, перезабросилась, нормально положила, и вот поклевочка хоть какая-то есть. Чем больше я сделаю, тем меньше работы будет потом. В принципе, у меня их не так и много, поэтому я, наверное, скоро уже закончу. Ну и могу вам сказать, что вот солнце опускается, сразу становится прохладнее, и сразу выбежали комариные лапки, эти усы, и покусали за бока, за все. Ночью в данных условиях будет тяжелее ловить. Почему? Потому что по реке плывет очень много мусора. Ночью перебрасывать, вытягивать, бросать в нужную точку всегда тяжелее. Хотя у меня есть хорошее освещение для подсветки квивертипа, для подсветки своих снастей. Нашел место. Вчера на печень были поклевки, плюс с утра был объеден весь выползок, значит, самяо здесь есть. Остается только его поймать. Ставлю не маленькие крючки, не такие, на которых... Хорошенькая рыбка какая-то, хорошенькая. Ой-ой-ой. Сопротивляется. Нет, подлещичек. Хороший. Ух, такого надо пойти подсачивать, я думаю, да? Как-то положено надо. Есть. Может быть, все-таки есть здесь лещ, а? Как вы думаете? Что, и лещ, что ли, клюет? Вы что, офигели? Не дадите мне сама заброситься? Опа, пошел. Нашел на шее пустое место и решил укусить меня за шею. Успели меня покусать за все пустые места. Я наживляю перловицы. Закусали черти. Просто черти закусали. Попробую забросить здесь, ребят. Напротив обрыва. Здесь
Здесь можно вот так прямо вставить в удилище. Чтобы не утянуло ненароком при поклевке, если будет. Опа! И ставлю байтран. Вот такая вот штукенция здоровенная. Огромный крючок. И иду на очень перспективное место, на котором вчера тоже были поклевки, но почему-то не очень удачные. И выходит он кормиться со своих ям на меляки, поэтому не обязательно все время бросать удилище именно в ямы. Байтранер. Хоп. Это шашлычок. Пахнет вкусно, тебе нравится? Очень, очень вкусно пахнет. Вкуснейшее мясо, которое я замариновала с уксусом, соевым соусом, специями и натерла в него лучок. А и майонез у меня тоже здесь есть. Так. Это пару кусочков печенки, которые остались, и они уже испортились. Но сом же любит вонь, да. Все говорят, что сом любит вот это вот все. Поэтому я, ну тогда... Видите, нахожусь возле удилища, и все хорошо, рыбка засекается, рыбка поклевывает. Как только от него отхожу, сразу объедает, куда-то затягивает, и, к сожалению, может быть даже обрыв. Вот доделываю сейчас 5-ю закидушку, всего у меня 5 на сама. Ставлю огромный крючок, красавчик. Это сюда. Осталось дело за малым. Пожрать осталось. Ёпсель смотреть. Все, забросила все закидушки. У меня, походу, опять какая-то поклевка. И все, что мне остается сделать, это следить за фидерами, слушать внимательно звон колокольчиков, потому что я все 5 закидушек забросила на сама, что-то на выползку, что-то на перловец, на остатки печени. И вот у меня, пожалуйста, сейчас клюет опять на фидер. Собираюсь кушать. Смотрите, какой у меня вкусный, прекрасный аперитивчик. Это мясушка, которую я замариновала сама такая молодец. Нарезала, замариновала. Будет мне вкусно. Приготовилась. Знаете, что самое классное? Самое классное, что я когда-то увидела, как лук натирают в мясо. Я не знала, что так можно, но реально получается очень вкусно. Это нереально просто вкусно. Когда в маринад добавляете тертый лук. У меня появилась маленькая обновочка от компании Redwerk. У меня очень много техники Redwerk. Это большая пила, маленькая пила, это триммер и даже пылесос. И все устройства Redwerk работают на единой аккумуляторной базе. В данном случае я держу в руках аккумулятор на 2000 мА. Но это не значит, что все мои аккумуляторы не подойдут для того устройства, которое я еще не открывала, но с удовольствием открою для того, чтобы сегодня ночью протестировать. Что самое нужное для любого рыбака? Что самое нужное для людей, которые любят рыбачить, отдыхать с ночевкой на природе? Что самое нужное для людей, у которых есть дача или есть гараж? Конечно же, это супер
Фонарь. В комплекте идет вот такое вот подвесное что-то. Сейчас мы посмотрим. Это крючок, скорее всего, который можно приделать к фонарю для того, чтобы его подвешивать. Ну и у меня в руках вот такой вот маленький портативный фонарь, который, конечно же, работает от аккумулятора. Аккумулятор заряжен полностью, 2000 мА. У фонаря есть крючок для подвешивания. Он сделан из прочного пластика, из которого сделаны все устройства Redwerk. Есть фирменная надпись производителя. У него удобная рукоять с подпальцевыми выемками. Маленькая батарейка сейчас установлена на 2000 мА. Без батарейки он практически вообще ничего не весит. Ну и, судя по всему, вот эта вот кнопочка управления. Вот мы его включили, направили на мои удилища. Сегодня я могу разместить его для того, чтобы подсвечивать свои удилища. Или подсвечивать вот так вот свое лицо и рассказывать вам страшные какие-нибудь байки и рыболовные сказки. 280 люмен светодиод. Очень круто, что у него вот такая поворотная голова. Цвет у него рассеивающий. И очень даже, в принципе-то, неплохо и видно. Смотрите, как красивенько. Как хорошо освещается поляна. Можно его где-то подвесить. Как-нибудь вот так. И он будет вот так вот и светить. Почти закончился корм. Я сейчас замешиваю новую партию. Точно такой же. У меня будет РС лещ черный и абсолют с орехом. Замешаю я в этот раз его уже не на простой воде, а на меласе. Вот сейчас меласу туда. У меня в телефоне есть тепловизор. Это не отдельное какое-то приложение, которое можно установить к себе. Это именно на вот этом телефоне. У меня есть такое приложение, которым я пользуюсь. И оно очень помогает, потому что я в темноте могу увидеть любое живое существо. Наверное, нет, есть какая-то рыба. И это у нас... Кто это у нас? Ночная плотва. Ночная плотва. Наживляю пучок мотыля. Раз. И вот сюда. Оп. Похоже, падающий. А почему я не видела? Потому что сидела вместо того, чтобы рыбу ловить. Это не подлещик, это... Что это? Это ёрш. Опять ёрш. А кто это у нас приплыл? А это у нас приплыл мистер Подлещик. Хе-хе-хе. На что он у нас клюнул? А клюнул у нас на червяч. Все, дружище, дай тебе поднять. Хорош. Хоп. Вот так вот. Хоп. Какой красавец. Длинный поводок, 0,14, большой 10 крючок и целых 2 червячка у меня здесь стояло, и он клюнул.
посмотрите, какая красота мне сегодня досталась на завтрак. Ребят, сегодня с рыбалкой на фидер как-то все немножко мрачнее. Почему-то на точку подошла уклея. Единственное изменение, которое я сделала во всем том, что я делала, в прикормку, когда замешивала, добавила мелассы. Я не знаю, может это как-то повлиять или нет, но вот, пожалуйста, у меня за вчера не было ни одной уклеи, сегодня одна есть. Очень вкусно. Такие дела. Мы его вытянем. А, так это плотва, ребят, смотрите какая. Ох, какая плотвичка. Ох, прям вообще. За такую плотву душа радуется. О, красота какая. Ну, ребят, не судьба. Вот так. Нормально. Есть, ребят. Есть. Сейчас посмотрим. Поменяла крючки на обоих удилищах, поставила свежие. Почему? Потому что если уже долго начинает не засекать. Ох, какой хорошенький. Опа, красавчик вот такой. Вот такой красавчик. Значит, надо менять крючки, чтобы рыбка начала снова засекаться. Пошла покупалась, пока здесь стояла моя удочка с перловкой. У меня здесь стояло 2 перловочки. У меня клюнул, смотрите, маленький голавлик. Так что здесь еще, оказывается, есть и голавль. Вот она, перловочка вчерашняя. Отпускаю. Во, блин. Если есть голавль, то можно, оказывается. Я просто не знала, что он есть. Можно в корм смело добавлять много-много опарыша. Ух ты, голавль. Нет, подлещик. Или густера. Густерка. Густерушка, которая взяла на 2 червячка. Красотуля. Красота. Подлещичек, ребят, на червячка. Смотрите, какой хороший. Ой, красавчик. Друзья, это позитивная нота. Сегодня отличная погода, воскресенье, река Друдь. У меня клевала все 2 дня, когда я находилась на рыбалке. Клевала на фидер, клевала вот такая прекрасная крупная плотва. Клевали подлещики, клевала густера. Попались несколько хороших красноперок. И даже очень хороший окунь. Мне понравилась река благодарная ни одной, ни единой живой души во всей округе вот прямо сейчас. Никого вообще нет. Вы не представляете, как это круто. Офигенно. Просто нереально, учитывая то, что летом нигде не протолкнуться, не протиснуться, не прощемиться, не прокупаться, не проустановиться. В общем, если вам нравятся такие видео, если вы тоже любите рыбалку, активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!